Здравствуйте, друзья! Меня зовут Александр, я живу в Анапе и по понедельникам провожу стрим. Стрим у меня обычно в 8:00 начинается по московскому времени, а сегодня я его начал с опозданием на 21 минуту, потому что сегодня я провожал дочку свою, Машу, провожал ее на экзамен в школу. Она поехала в 4-ю школу, там она сегодня сдает русский язык. Вот, вызвал ей такси, ну и пока вот проследил, чтобы она доехала благополучно. И теперь могу уже спокойно проводить стрим. Значит, сегодня план такой. Расскажу какие подвижки у меня и какие новости в кино, так как я окончил киношколу. И периодически снимаюсь в кино. Второе. Литературное творчество. Расскажу, тоже есть подвижки некоторые. Расскажу о том, как начинается сезон, как я готовлюсь к этому сезону. Расскажу немножечко об Андрюхе, но мы проводили трансляцию вот несколько дней назад. Ну, расскажу еще кое-какие подробности из его жизни. И отвечу на ваши вопросы. Отвечу на ваши вопросы, если они будут. Так, сейчас я сделаю ссылку на эфир. Сразу включу монетизацию. Вот точно надо включить монетизацию. Это я сейчас зашел в личный кабинет моего канала и делаю некоторые манипуляции. Вы это не видите. Вот скину ссылку сейчас на Одноклассники. В Одноклассниках я периодически тоже делаю какие-то записи, там размещаю свои обычно фотографии. Вот. И ВКонтакте. ВКонтакте тоже. ВКонтакте у меня контакт сейчас у меня заменяет ЖЖ, но я там, конечно, не так активно пишу, как в ЖЖ. Все, ссылки сделал, может быть, кто-то увидит и по ним зайдет, и нашему полку прибудет. Ну, а я буду пока начинать. Значит, кино. Ну, начну с того, что я сейчас смотрю фильмы, советские фильмы. Вот Андрей Стрельцов, привет. Единственное, что-то почему-то Андрей Стрельцов написал, а у меня счетчик показывает 0 зрителей. Значит, так тоже бывает. Ладно, будем знать. Так вот, смотрю кино, фильмы, которые я никогда не видел, и даже про которые никогда не слышал. YouTube потом понимает, что я этим интересуюсь, начинает мне выдавать рекомендации, я их тоже смотрю, фильмы. Смотрю фильмы с участием таких актеров, ну, мне они просто интересны. Это Леонид Куравлев, Андрей Миронов, Анатолий Папанов. А потом я стал еще слушать рассказы, аудиокниги, но аудиокниги не когда читает какой-то незнакомый мне чтец. Иногда, конечно, чтецы бывают очень хорошие. Я как-то рассказывал, что я слушал рассказы Бунина в исполнении такого чтеца Владимира Дорохова, по-моему. Точно не помню, вот видите, уже забыл. Но сейчас я слушаю рассказы, которые читают актеры.
Опять же, Миронов, Папанов, Яковлев Юрий. Но больше всего мне нравится, как читает Юрский, Сергей Юрский. Понятно, что рассказы слушать, даже когда их читает профессиональный чтец, очень интересно, потому что там с выражением, красивый голос, правильное произношение. Вот. Но актеры эти рассказы читают иначе. Они превращают каждый рассказ просто в такой мини-спектакль. И я удивляюсь, насколько некоторые актеры просто раскрывают весь свой диапазон в каком-то одном рассказе. Вот я читал рассказ Чехова, сейчас не помню, как он называется. Вот. Читает его Папанов. И в этом рассказе крестьяне ловят сама. И их там несколько человек участвует, ну, 2 основных героя, и потом барин, и еще потом прибавляются. Так вот, Папанов находит характер каждого героя, голос меняет, когда читает за одного или другого, и вот слушаешь как театр одного актера. Мне почему еще слушать это интересно? Потому что актер, как правило, он, когда находится на съемочной площадке, он часто выполняет волю режиссера и как бы в основном действует в одном амплуа. То есть вот какой-то вот шаблон, который у него выработался за долгие годы, который зрители принимают, и он этим шаблоном пользуется постоянно. Вот если посмотреть на Савелия Крамарова, у него движения все, улыбки, манера говорить. Из фильма фильм повторяется, потому что, ну, это действительно интересно, смешно, оригинально. Повторить такое другому актеру невозможно. Это, в общем-то, в этом проявляется сам актер, его личность, поэтому мы знаем все теорию Франкла, что уникальность – это главный залог любви. А тут любви какой? Всенародной, да? Вот, когда ты не скрываешь, не делаешь вид, что ты другой, что ты вот весь на показ, и тогда тебя народ принимает и любит. Но в рассказах, когда актер читает рассказы, я так понимаю, над ним, в общем-то, никого нет. Есть, конечно, там и понятно, что в студии записи есть и какие-то режиссеры и прочее, там целый штат, который обеспечивает эту запись. Но я думаю так, что актер, когда он остается наедине с микрофоном и с книгой в руках, он, в общем-то, волен делать все, что угодно, интерпретировать речь любого героя он может тоже как угодно. То есть он сам себе режиссер, исполнитель. И поэтому вот, когда слушаешь рассказы, просто, ну, удивительно. То есть иногда актер показывает какие-то свои такие грани своего мастерства, таланта, которые в фильмах, ну, как-то вот не востребованы были. А каждый же актер, он хочет проявить себя и так, и попробовать что-то. И поэтому вот при чтении рассказа, мне кажется, актер раскрывается на все 100%. Поэтому мне очень интересно слушать эти рассказы. Тоже советую. Я Андрею вот посоветовал, моему другу, тоже слушать рассказы именно в исполнении известных актеров. И вот таким образом я слушал
рассказ один. Читал его Сергей Юрский. Рассказ называется «Дурь». И автор этого рассказа, по-моему, Нилов, писатель. И вот я его прослушал. Рассказ, в общем-то, занимает минут 40. Такой удобный формат. Обычно вот чеховские рассказы, они минут 15 это максимум. Ну, есть немножко больше, но в большинстве своем чуть меньше. Удобный формат, так вот где-то есть свободная минутка, послушать, и не напряжно. Так вот, читает Юрский этот рассказ, я слушаю, смеюсь в некоторых местах. Рассказ вообще такой грустный достаточно. О любви. И вот там такой эпизод был, когда там главная героиня работает в столовой какого-то маленького городка, работает официанткой, как автор пишет, подавалкой. У нее есть любимый, они поженились до свадьбы, до армии. Потом он ушел в армию, а ему стали писать письма родственники, что твоя жена изменяет. Ну, он, конечно, не верил. Почему не верил? Потому что она ему писала такие письма красивые. А его как раз жену играет Елена Проклова. Кстати, я раньше как-то не обращал на нее внимания. А вот сейчас более так внимательно, так скажем, уже профессиональным взглядом смотрю на ее игру. И мне она очень нравится. Вот, очень нравится. В этом фильме... в каком фильме? Нет, я говорю не... Почему я начал рассказывать про фильм? Я же про рассказ рассказываю. Так вот, я, значит, слушаю этот рассказ и слышу там интересные такие моменты, которые мне вдруг напомнили фильм. Думаю, блин, это же фильм есть такой. Точно есть. Ну, я потом уже, когда все взвесил, сопоставил. И этот фильм называется «Единственная». И как раз вот в этом фильме играет Проклова, играет Золотухин главную роль, и играет Владимир Высоцкий. Ну, еще там есть актеры, есть там Вячеслав Невинный, Кокшенов играет в эпизодах. И я нашел этот фильм, стал его пересматривать, и вдруг обнаружил, что, оказывается, я этот фильм никогда в своей жизни не смотрел. Я вообще творчество Высоцкого очень люблю, и раньше, да и до сих пор, периодически выпускают фильмы, посвященные его творчеству. И очень много, конечно, фрагментов вставляют из фильмов, в которых он сыграл, в том числе и «Единственное». Но вы тоже, наверное, помните, когда Проклова, героиня Проклова сидит у себя дома, а Высоцкий играет на гитаре, поет свою песню «Погоня» и покачивает ногой, и камера так опускается, показывают вот эту вот сандалию, в которой обута нога, а на ней такие комки грязи. Ну, не знаю, может быть, это как-то режиссеру показалось интересно. Мне как-то это не очень так. И вот в этом фильме как раз Высоцкий не очень так себя проявил. Вот, хотя этот фильм даже на Ютубе пишут «Высоцкий единственное». 71 год или 75-й, сейчас точно не помню. Такая блеклая роль у него. В книжке его персонаж выведен более так живо и ярко. В книжке он там и старше, по книжке ему 60 лет, и он там лысенький, такой плюгавенький, и в книжке он
руководитель хореографического кружка, который посещает как раз вот Проклова. А героиню как? Нина, что ли, зовут? Я сейчас так не помню. Вот. А вот Проклова как раз мне очень понравилась, игра Прокловой. Чуть меньше понравилась игра Золотухина. Очень понравилась игра Вячеслава Невинного, но он там играет в эпизодах, но он всегда такой, он тоже в одном амплуа, он такой хохотунчик, постоянно такой, значит, это душа компании, где-то что-то ляпнуть, вставить, похохотать, ну, такой тип. Он, кстати, таких вот постоянно играет, это его, так скажем, тоже типаж. Вот. Так что смотрю вот эти фильмы, слушаю рассказы и наслаждаюсь. Это одно. Второе. Появилась информация нашей киношколы «Первый метр», которую я закончил, и вот сертификат я вам показывал в прошлый раз с Андреем, когда мы сидели. Или не показывал, ну это не важно. Показывал отдельно раньше. Фильм наш, в котором мы снимались в прошлом году, и я там сыграл роль, главную роль. Это был наш дипломный фильм, и мы выезжали на Азовское море и снимали там вот этот фильм, который должен был быть показан на фестивалях. Ну, вообще готовили его на фестиваль. Но так в кино бывает, что часть фильма вышла, ну, чисто технически с браком. И вот целый год, ну, не год, вернее, мы закончили съемки в июле. Ну да, уже почти год. Уже почти год прошел, и этот фильм все еще был в процессе монтажа. В процессе монтажа там люди, тоже энтузиасты, взялись его исправить, ну, с чисто технической точки зрения. И сейчас фильм смонтирован, но он только смонтирован. И Анастасия Корезина, наш мастер, она известила всех своих студентов, что будет коллективный просмотр. Но будет коллективный просмотр, только это тоже только черновой материал, черновой, потому что, я не знаю, то есть монтаж закончился, потом идет же еще покраска. Обычно вот этот период в постпродакшене называется монтажно-покрасочный. Да, по-моему так, если я не помню, если я не забыл. То есть монтаж и одновременно идет его приведение, ну, потому что снимают в разных условиях, при разном освещении, и нужно, чтобы фильм смотрелся как единое целое, каждую сцену ее приводят к какому-то одному знаменателю, то есть ее корректируют с помощью вот каких-то фильтров, и вот поэтому фильмы обычно все такие вот, мы когда смотрим фильмы, они все такие желтовато-зеленоватые или желтовато-коричневые, ну, разные есть, используют фильтры, или такие голубоватые какие-то. Вот. Мне нравится обычно вот этот такой зеленоватый цвет, оранжево-зеленоватый. Кстати, эти сочетания цветов очень хорошие, поэтому вот фильмы делают именно такие. И вот я жду этого момента, когда мы пойдем и будем смотреть этот фильм. Но предстоит еще озвучка, предстоит еще наложение музыки в какие-то места. Музыку тут уже надо придумать и написать, потому что, ну, чтобы не нарушать авторские права, нельзя брать музыку какую-то вот уже без разрешения, понятно, без прав на использование. И второе, это то, что, опять же, Анастасия Корезина объявила о новом проекте, собственном проекте, в котором могут принять участие как ее
студенты первого потока, то есть мы, и студенты второго потока, которые сейчас как раз заканчивают свою учебу у нее на курсе в ее киношколе «Первый метр». Образована группа в Телеграме, и все начнется с самого-самого первого колышка, то есть со сценария. То есть нужно будет сначала придумать идею, придумать сюжет, и потом начать прописывать сценарий. Ну, мне, в общем-то, так как я сейчас сам учусь на режиссерском курсе Мальвины Третьяковой, это все известно. Вот тот фильм, куда приводят хороводы, который мы сейчас снимаем, он как раз вот так и создавался. То есть сначала ничего не было, была только идея у Мальвины, а потом мы ее начали разрабатывать, и наконец-то вот это вылилось в сценарий, а потом мы начали уже этот сценарий по нему снимать фильм. Так, значит, нас смотрит сейчас Андрей Стрельцов. У меня показано 2 зрителя, пишет он. Привет из города государственного преступника, пишет Алексей Скворцов. И Алексей Николаевич тоже присоединился. Привет, Александр, я на работе, пишет он. Ну, не беда, можно посмотреть потом в записи. Итак, значит, про кино я закончил. То есть слушаю рассказы, наслаждаюсь актерской интерпретацией литературного текста. Жду, когда мы посмотрим черновой вариант нашего кино, который мы снимали, и будем уже готовиться к новому проекту. Теперь литературное творчество. Ну, как вы знаете, что я готовлю сейчас к выпуску книгу «Проза». Это мои рассказы. Я рисовал с помощью нейросетей иллюстрации к нему. И, в общем-то, книгу уже потихонечку делаю, но именно потихонечку. И тут мне с издательской платформы Readero приходит письмо, и говорят: Александр, в прошлом году вы, значит, заказывали у нас книги, а я в прошлом году заказывал 2 экземпляра, 2-й том моих очерков. И здесь они пишут, что они тоже в этом году решили повторить прошлогоднюю акцию, то есть печать книги в твердом переплете от 2 экземпляров. Ну, это прекрасно, потому что вообще минимальный тираж составляет 10 экземпляров. 10 экземпляров. Именно в твердом переплете, шитом твердом переплете, когда книга получается очень качественной, прочной, эстетично очень хорошо выглядит. Вернее, эстетически хорошо выглядит. И в этом году тоже вот они решили сделать такую акцию, и, конечно, я ее принимаю с большим энтузиазмом, потому что это как раз тот случай, когда я могу получить свою книгу в ограниченном количестве и дешевле, потому что если так мне нужно 15-20 на печать 10 экземпляров, то здесь я могу за 3000, за 4, за 5, ну, сделать себе несколько экземпляров, чтобы у меня был, по традиции брату подарю, ну, может, одну отправлю в Читу, и один экземпляр будет такой библиотечный, который я буду давать читать своим друзьям. Но эта акция
будет длиться до 15 июня, а сегодня 3 июня. То есть у меня в распоряжении всего ничего, уже меньше 2 недель, плюс у нас с 13 июня начинаются съемки. Мне еще нужно готовить костюм своего героя. У меня для него есть материал, но я еще как бы не приступал к раскройке. И вот это сейчас на меня обрушивается, и я начал в срочном порядке сейчас редактировать свои тексты. В день я по 1-2 рассказа редактирую. В общем-то, работа идет, и я думаю, что я успею как раз до 15 июня ее закончить. Потом мне нужно будет немножко поработать над обложкой. В общем-то, у меня уже обложка есть, но я хочу на этой обложке быть вот таким вот бородатым. Может быть, я новую сделаю фотосессию, может быть, я старые фотографии возьму, где я не такой лохматый, как сейчас, а у меня там короткая стрижка, просто борода и короткая стрижка. Так, конечно, я вот, видите, у меня вот такие волосы уже растут, выросли большие. Вот могу играть какого-то сумасшедшего теперь. Сумасшедшего ученого могу играть. Бомжа, конечно. Вот. Так что, друзья мои, если вы хотите получить мою книгу с дарственной надписью, то, пожалуйста, если раньше я по 3000 собирал, теперь можно 2000 обойтись. Поэтому размер спонсорской помощи в связи с этой вот акцией платформы Readero составляет 2000. Можно прислать на карту. Карта у меня привязана к телефону. Это самый такой надежный способ. Так, что еще? Ну, последние дни я занимался, вот на прошлой неделе занимался подготовкой квартир к заселению гостями. Это квартира Алексея, моего приятеля из Петербурга. Туда заселились гости тоже. Уже они заселились на все лето и начало осени. И вчера готовил квартиру нашу старую на улице Крестьянской. Там жила дочка Валя. Вот, она съехала. Она там, конечно, навела порядок, но все равно я, когда пришел своим таким придирчивым взглядом, смотрю, нет, нужно это сделать. Вчера вот я занимался балконом, потому что балкон там после капитального ремонта дома балкон залили известкой, цементом, и он так и не убирался. Тогда вот я не успел его привести в порядок по горячим следам, а Валя балконом практически не пользовалась, даже белье там не сушила. Вот, я как раз вчера оттирал все эти вот следы известки и, ну, это не известка, краска, краски и вот эти вот пятна цемента. Взял прямо, ну, во-первых, хорошо все сначала полил водой. Жара такая стояла, балкон накаляется. Вообще, конечно, было сложно там работать. Потом взял вот эту вот губку для мытья посуды. Она не губка, а как она называется? Такая проволочная, специальная такая вот штучка из проволоки. Вот, ну, вот сковородки очищать. И вот с помощью ее потихонечку, ну, я, наверное, несколько часов провел на балконе, оттирая это все, вот эти пятна.
У меня первоначальный, конечно, был план вообще балкон привести в первоначальное состояние, как он был при строительстве. Я уже начал отдирать обшивку с внутренней стороны, но заметил, что там... я хотел, чтобы балкон был просто вот балкон и вот эти вот наваренные прутья. Вот. А там, оказывается, прутья наварены с большим промежутком. Ну вот, наверное, с таким. Поэтому, если там ребенок будет отдыхать, то понятно, что это с точки зрения безопасности недопустимо. Поэтому я оставил все как есть. Вот. И сегодня, наоборот, буду вот эти вот обшивку внутреннюю, которую я уже начал снимать тогда, буду опять назад прикручивать на проволоку. Вот. И натягивать белевую веревку. Вот. Вчера, кстати, меня в магазине немножко так обманули. Мы, кстати, вчера встретились с Андреем, но об этом немножко позже. Я пришел в хозяйственный магазин, говорю, мне нужна белевая веревка, вот вам, пожалуйста, дали веревку. Я говорю, здесь сколько метров? Она говорит, вам сколько нужно? Я говорю, ну, мне не меньше 10, хотя я, конечно, просчитался. А там на этикетке написано 20 метров. Ну, я говорю, 20 хватит точно. Вот, пришел домой, начал натягивать, и мне хватило только на 2 ряда натянуть, и все. На третий уже не хватило. Вот, поэтому я так прикинул, там было не 20 метров, а 10 метров. Вот так вот. Конечно, можно... Сегодня я проснулся, думаю, наверное, надо пожаловаться. Ну, дуют нашего брата. За 20 метров продают 10 метров. При цене, по-моему, 90 рублей за веревку. Вот. Ну, ладно, потом успокоился, думаю, ладно, мелочи. Сегодня пойду куплю другую веревку, натяну. Ну и другими делами тоже занимался на квартире. И 5 числа новые гости заедут. Заедут они, будут жить месяц. Потом следом за ними заедут другие гости, тоже будут жить. Они будут жить... Нет, они будут жить чуть меньше месяца. И через Суточно.ру недавно забронировали тоже люди, будут жить уже до 8 августа. А дальше с 8 августа по конец августа и сентябрь квартира свободна. Так что, если кто-то соберется поехать, то, пожалуйста, обращайтесь. Обращайтесь, пишите в комментариях, спишемся и договоримся. Так что народ в Анапу едет, фотографии выкладывают, уже пишут блогеры, что будет в июле, если уже в первых числах июня на море яблоку негде упасть. Ну, я не ездил, но надо съездить. Вот сейчас разделаюсь с какими-то делами, потому что дела меня как бы особо так не пускают никуда. Вот, и обязательно съезжу. Надо какой-то день выбрать. Один день. Все хорошо, когда по графику. Вот. Есть такая песня. Ну, график, у меня есть график, а то, что не по графику, нафиг. Вот когда есть график, жесткий график, тогда можно очень много успеть. Когда никакого плана нету, графика нету, тогда вот ничего некуда вставить. Вот даже поездку на море вот мне вставить некуда. Сегодня, кстати, у меня еще будет встреча с одним моим подписчиком. Вот. Сегодня я на велосипеде поеду, и мы с ним будем встречаться. Человек долго мне писал, и потом уже... Я ж ленивый такой, я как бы не тороплюсь никогда там встретиться, обсудить что-то. Ну, просто мне сейчас это не интересно. Я когда вот блогерствовал в начале, да, 14, 15, 16 год, там, да,
Я купался в лучах славы, люди меня на улице узнавали, приглашали, дарили подарки, привозили спиртные напитки, книги, сувениры. Мы гуляли, сидели в кафе. Было интересно. То есть я узнал, что такое известность, что такое слава. И это было, это было приятно, конечно. Было приятно, это был опыт. И вот то, что я сейчас в кино там снимаюсь, да, может быть, кто киношколу там закончил, они, может, тоже мечтают, когда их начнут узнавать на улице. А мне это уже не надо. Я уже этот этап прошел. Я знаю, что это такое. Попробовал. Все, хватит. Поэтому, есть еще люди, которые смотрят мой канал, с чем-то соглашаются с моими какими-то идеями, ходом мыслей. И иногда хотят просто встретиться и что-то обсудить. И вот сегодня будет такая встреча. Я поеду специально, назначен час. И, пообщаюсь с моим подписчиком. С Андрюхой мы провели стрим, и вы все видели и все знаете. После стрима я его проводил до место, где он живет. Это недалеко. Если он ко мне шел какими-то там, ко мне он шел по ГИС-2, по карте ГИС-2. И, конечно, она его там покружила вокруг меня. Он зашел вот со стороны Тургенева. Но он всегда меня так ищет. Я же посмотрел по карте, где находится гостевой дом, где он остановился. Говорю: Андрей, да все гораздо проще. Вот, буквально улица Шевченко, выходишь и никуда не сворачиваешь, шлепаешь и доходишь до его дома. Вот. Так и сделали мы. Дошли. Это трехэтажный, по-моему, дом с цокольным этажом. Как цокольный? Цокольный, это, знаете, тоже новояз русский. Это все равно, что отрицательный рост, это все равно, что хлопок. Так вот, цокольный этаж – это тоже такая вот, знаете, для втирания очков. На самом деле это подвал. Подвал, где нет ни окон, нет вентиляции нормальной. Вот, есть просто какая-то отдушина, труба, которая выведена на свежий воздух. Поэтому, как сказал Андрей, там постоянно стоячий воздух, и там на ночь, и вообще дверь не закрывается. Он говорит, там интересно, там нет замков, там есть цепочки, и у всех двери закрыты на цепочки, и у каждого, жильца, который там живет, это по сути коммуналка, у них дверь закрыта на цепочке. Идешь, и у всех цепочки видны, и щели, и все слышно, что люди говорят там. Вот. Потому что иначе, подвал, сырость, и если все это держать наглухо закрытым, то там быстро нарастет плесень, и вообще это вообще понятно для здоровья. То есть Андрюха опять себе выбрал жилье такое не слишком-то здоровое, опять скажем. Он уже жил, помните, когда он жил в отеле Афалина, его там поселили под бассейн, и у него все его вещи покрылись зеленой плесенью. Не черной, а зеленой. Вот, поэтому такая патина наросла на них. Он потом и очищал. И сейчас он тоже. И он же додумался сразу заплатить за 2 месяца. А там ничего нету. Там не дают ни полотенца, ни белья постельного не дают. Ни посуды, как я понял, потому что он себе купил кружку.
но, говорит, когда начал наливать туда кипяток, она треснула сразу. Оказывается, ему и кружку продали бракованную. Вот, хорошо он с собой возит всегда спальный мешок, и ему, в общем-то, постель-то как бы и не нужна. Он спит в спальном мешке. В спальном мешке есть специальная вставка в виде простыни. Такой как бы тоже как мешок, но такой более облегченный. Вчера он поделился со мной, что он купил туда еще, значит, мусорное ведро. Я говорю: Андрей, нахрена ты купил мусорное ведро? Ну зачем тебе там? Говорю, зачем ты там? Ты временно снял жилье, и ты начинаешь там обрастать какими-то ненужными вещами. Ну вот, ведро надо же, мусор скапливается. Я говорю: Андрей, ну просто выходишь на любую помойку, подбираешь или к любому магазину, вот у него там есть рядом магазин красное-белое, я говорю, берешь коробку какую-нибудь, просто есть такие хорошие коробки, крепкие, картонные, все, вставляешь туда мешок и пользуйся. Нет, сказал Андрей, мне надо было с крышкой, чтобы ничего там не пахло. Ну, Андрей есть Андрей, в общем, он купил себе мешок, он себе уже там купил кучу всяких этих. Вчера мы с ним ходили в фикс прайс, он купил себе полотенце. А то, говорит, я свое полотенце-то еще у Толика оставил. А у Толика он когда приехал? Еще в конце прошлого года. Ну, вот у человека, человек жил без полотенца практически полгода. Вот сейчас обзавелся собственным полотенцем. Вот, уже кое-что. Ну что еще с Андрюхой? Сегодня он поедет устраиваться на работу. Он, конечно, хочет в новый отель Фюнф. Ну, в общем-то, в прошлом году он работал в городе Мира. Но я думаю, если его отправят на работу в Жемчужину, то это тоже хорошо, потому что зарплаты сейчас везде хорошие. 1000 по 3, даже с лишним, платят за одну смену. Вот. То есть вполне так можно зарабатывать. Вот. Даже говорят, я не знаю, 3700 что ли платят. Ну, потом мы все узнаем, все он нам сам расскажет из первых уст. Андрей Стрельцов пишет: у Андрея не перспективная жизнь, что сейчас, что в будущем. Ну да, я сегодня, вот, знаете, есть такое слово бесперспективняк. Вот, оно такое сложное, и я его всегда использую как вот для разработки речевого аппарата. Так вот, у Андрея, конечно, всегда бесперспективняк. 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 Вот, в жизни. Но он не унывает, и главное, что это его образ жизни, и он его менять, в общем-то, не собирается. Он не собирается менять. Он вчера мне опять поделился какой-то новостью, что он опять на каких-то мошенников нарвался, и опять на него навесили какой-то кредит и не кредит. В общем, он говорит, мне надо выплатить кредит. Ну, сколько там кредиту, я тоже не знаю. У него мелькало 30 тысяч и 80 тысяч. Вот, поэтому я не знаю, потому что он, может, даже сам не знает, сколько. Он всегда влазит в какие-то Вот он мне начинает рассказывать, что мне позвонили, сказали, что вы пользуетесь. Мне, говорит, звонила какая-то тетка и сказала, вы пользуетесь телефоном моего мужа. И вот звонила, что у вас чужой телефон, отдайте мне телефон моего мужа. Вот. И он ведь это все принимает за правду, он начинает оправдываться, говорить, что он его купил там-то, там-то, что у него есть вот то-то, то-то, какие-то доказательства. То есть он тратит время на то, что можно просто вот на 3 советских буквы, как говорится, послать человека, и все. И заблокировать этот номер. Нет, он начинает выяснять. И так ему звонят, то с МТС звонят, то звонят с банка, с какого-нибудь якобы сотрудники, что у него там, значит, карту взломали, что... И вот он все это.
Ну как так? Я говорю, Андрей, ну ты знаешь, что, говорю, запомни, с банка сотрудники никогда никому не звонят. Никаких номеров, счетов, карт, кодов они никогда у клиента не спрашивают. И если тебя это спрашивают, то это мошенники. Да. Алло, Да. меня слышно? Да. Да, здравствуйте. Это Ольга Александровна, информационно-юридический центр. Наконец дозвонилась до вас. Дело в том, что для вас, как для добросовестного гражданина, есть возможность написать Алло. Так, подождите. А откуда вы знаете, что я добросовестный гражданин? Алло. 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 Так, вот так же вот звонят, то там одобряют какие-то кредиты, то еще что-то. Ну, я говорю, Андрей, запомни, что все это развод. Все. Ну, Андрей, вот то ли это недостаток общения, ему хочется вот с кем-то поговорить, пообщаться. И он таким образом начинает вот втягиваться в этот разговор, а психология вот этих вот, вернее, техники вот этих вот мошенников, они на то и рассчитаны. То есть они начинают тебя втягивать в разговор, забалтывать, 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 и на каком-то этапе, ну, это то, вот, наверное, цыгане тоже используют эти же технологии. И потом все, они уже начинают тобой манипулировать, и ты уже готов какие-то выполнить их просьбы, требования. Я говорю, Андрей, ну не ввязывайся, не надо. Ну вот Андрей, к сожалению, вот так. Вот он сейчас опять влип в какую-то историю. И если ему сейчас выплачивать там 30 или 80 тысяч, это получается, что ему месяца 2 надо работать только на выплату это какого-то мифического долга. Вот. Я не знаю. Я не знаю. Я ему говорил, Андрей, обратись там в полицию, если у тебя что-то где-то, чего-то, ты куда-то влип. Обратись, значит, в банк за консультацией, там тебе что-то расскажут, там тебе могут посмотреть, кто у тебя в твои счета залез, куда у тебя высчитывают. То он говорит, у него какие-то коллекторы высчитывают, то какие-то приставы высчитывают, то какие-то еще люди у него залазят в его карман. Я не знаю. Вот с ним он вообще очень скуп на откровенность. И порой он, наверное, сам потом осознает, что он куда-то влип. И ему уже там совестно об этом рассказать. Даже самым близким людям. Поэтому, ну, вот так вот бывает. Так, я видел, он сделал такой роум-тур по своему жилью. То есть у него там, да, стоит койка, нет, конечно, телевизора, холодильник в коридоре общий, кухня тоже там пару плиточек таких. Вообще, конечно, очень убогое жилье. Очень убогое жилье. Мы с ним походили в округе. Я туда не заходил, потому что он... Единственный плюс, что там категорически запрещено водить людей, категорически запрещено распивать спиртные напитки. И это вот как раз хорошо. Почему мы с ним нулевку-то пили? Я вообще считаю, что это была первая встреча без алкоголя. Вот. Это, во-первых, и экономия хорошая, и вообще для здоровья очень хорошо. Мы с ним походили по округе. Я ему говорю, Андрей, вот смотри, вот здесь вот столовая, можешь здесь постоловаться. Кстати, он туда сходил вчера, в эту столовую по моему совету. Потом, значит, что мы там с ним нашли? Пункт доставки Озон
Яндекс.Маркет, Wildberries и Авито. Все рядом, вот прямо вот буквально шаговая доступность. Но он, опять же, лоханулся. Вчера мне рассказывает, он, значит, выписал на Озоне, заказал опять этот стул-трость и еще какие-то вещи заказал, но не посмотрел адрес доставки, и все это ему придет в Витязево, то есть туда, куда он выписывал в прошлом году. И вместо того, чтобы вот мы смотрели у него буквально под боком этот пункт доставки, придет в Витязево, и надо будет за этими вещами ехать. Вот, ну, в принципе, ничего страшного, не так далеко. Витязево он хорошо знает, этот пункт он хорошо знает. Отменить, он говорит, невозможно, потому что он, да, хотел отменить, но сказали, что раз вы заказ уже оплатили, поменять пункт выдачи не представляется возможным. Ну, все, поедет человек в Витязево. Ну, в принципе, как бы он там и собирается работать. Вот. Что еще? Нашли мы там с ним, он же все пиво хвалит, это вот марочное. Помните, мы в прошлый стрим показывали вот эту бутылку вот с этой металлической застежкой. Вот. Мы походили с ним по магазинам, зашли в красное и белое, там такого пива нет. Нет, пиво есть, но оно нулевки нету. Вот. Потом заходим в магазин, называется Алкотека. Алкотека, это по красно-зеленых. Хороший такой магазин, прямо видно, что такой благородный. Там такой полумрак стоит, на стеллажах красиво бутылки расставлены, прохлада от кондиционера, сотрудники в такой униформе, черные костюмы, белые рубашки. Вот, прямо как это. И Андрей такой спрашивает: у вас есть марочная? Афанасий, нулевка. Они говорят, есть. Подводят, значит, нас к стеллажу, а там стоит пиво, ну, эти холодильники, холодильные установки, и стоит пиво 99 рублей. И Андрей говорит, о, это хорошо. И взял эту бутылку, пошел на кассу рассчитываться и говорит, даже в Сочи я покупал по 125 рублей. Но Сочи... Ну и начал там ругать, что Сочи такой... В общем, ему Сочи не понравился. Ну, на него продавщица смотрит, улыбается. Я тоже такой с бородой, тоже подхахатываю там что-то. Вот. Ну, она видит такие два кренделя. Сифон и борода. Вот, поэтому я говорю, Андрей, ну теперь будешь ходить сюда за пивом. Смотри, как здесь хорошо. Она говорит, вам в пакетик ему это пиво поставила, потом чек дала, и мы идем с Андреем. Он говорит, интересно, за пакетик она с меня взяла деньги или не взяла? Начал в чеке смотреть, оказывается, пожалуйста. И пиво 99, дешевое, еще и пакетик в подарок, который в хозяйстве всегда пригодится. Я говорю, Андрей, смотри, какой прекрасный магазин. Отличный, говорю, магазин. Ну, вот так вот мы с ним походили, буквально вот в этом пятачке, где он живет, потому что далеко отрываться нельзя, потому что он сразу начинает теряться, блуждать, и потом по ГИС-2 может заблудиться, пойти куда-нибудь не туда. Вот, а тут мы с ним ходили буквально. Там и парикмахерскую нашли, и что еще? Аптека, Апрель. Вот. Нашли аптеку Апрель, хотя он в нее не пошел и мне рассказал, что он нашел какую-то другую аптеку еще дешевле. Просто у него есть карточка скидочная вот этой аптеки Апрель, а он вот занимается еще самолечением, тоже тратит деньги большие на лекарства. Но это ладно, другой вопрос. Вот, что еще? Значит, про Андрея рассказал. Будем надеяться, что все у него будет хорошо. Андрей полон оптимизма. И вот, несмотря ни на что, он живет.
все равно у него денег на вот текущие расходы у него всегда хватает. Ну, когда не хватает, я ему помогаю. Подходит к концу наша трансляция, моя трансляция. Мне в прошлый раз женщина одна написала: Александр, зачем вам борода, она вас старит. Ну, на это хочется сказать. Во-первых, борода мне для того, чтобы сниматься в фильме, который вот будет летом, и мы поедем в Москву. И это, можно сказать, мой грим. Поэтому я его вообще даже как старообрядец, вообще у меня вот торчат какие-то отдельные волоски, и я даже их не пытаюсь как-то подровнять, состричь, потому что мне нужна такая борода именно неухоженная по роли, по моей. Вот. Я должен быть страшным таким, ужасным. Поэтому, ну, я к своей внешности нормально. Я вчера вот на старой квартире убирался, встретил там нескольких своих соседей. Они на меня, ну, они меня узнают, конечно, здороваются. А что бы меня не узнать? Я, конечно, ничего им не объясняю, они ничего не спрашивают. Значит, так надо. Вообще, конечно, к своей внешности надо относиться очень, так скажем, просто. Вообще, некоторые люди, которые носят бороды, говорят, что именно борода – это естественная внешность мужчины, потому что лицо без бороды – это вообще, это, ну, когда лицо без растительности, оно как лицо босиком, так скажем, да, и многим бородачам голое лицо кажется вообще смешным. Вот, и только борода делает человека вот таким, каким его создал Творец. Вот. Поэтому я даже думаю, что, не знаю, я, конечно, планирую сбрить бороду после окончания съемок, а тут смотрю, вот сейчас много проектов будет, и с бородой-то я буду гораздо востребованней, чем без бороды. Соня, да, она права, старит не 60 лет, а 68. Угу. Ну, я всегда страдал тем, что где бы я ни работал, ни служил, я всегда почему-то был самым молодым. И когда я в милицию пошел работать, и мне один мужчина, милиционер, подошел ко мне и говорит, Саша, у тебя, знаешь, это твой недостаток какой? Я говорю, какой? Он говорит, у тебя детское лицо. А людям с детским лицом, говорит, надо носить усы хотя бы. И вот я с тех пор стал носить усы по его совету. Ну, а бороду вот я начал отпускать уже, когда в УФСИНе начал служить. Служить начал. Борода тогда как бы вообще в нашей системе, в уголовно-исполнительной системе, людей с бородой было, ну, 3 человека. Там какой-то врач, я помню, носил бороду. Они все были наперечет, они приезжали в управление, и все их знали, и когда в командировке едешь, всегда же сотрудников всех. В общем, 3 человека было с бородой, один из них я был. Вот. И человек не должен стесняться своего возраста. И я всегда с большим уважением отношусь к женщинам, которые вот, ну, артистки, да, которые отмечают свои дни рождения и прямо говорят, что им столько-то лет. Вот. Потому что, опять же, скрывать свой возраст, это, опять же, по теории Франкла, моего любимого психолога, это лишь угнетает человека. Потому что человек, который прячется за какой-то маской, он всегда чувствует себя несчастным. И только человек, который ходит без маски и который ничего не скрывает от других, и когда его люди воспринимают таким, каким он есть, он чувствует себя счастливым. Ну, это вот такая
формула счастья. Так, есть еще какие-то вопросы? Александр, книжку по Семенову не смотрел? Нет, еще Андрей не смотрел. Обязательно посмотрю. Андрей фантазер, да. Почему Андрей уехал из Сочи, спрашивает Алексей Скворцов. Алексей Скворцов спрашивает. Алексей, посмотри, пожалуйста, стрим наш с Андреем, и он там на этот вопрос отвечает. Кстати, в этом стриме я сделал тайм-код, то есть я все разделы нашей беседы отметил, и если открыть описание ролика, то там можно все вот эти части легко найти ту часть, в которой мы говорим о той или другой теме. Вот. Так что, ну что, сегодня смотрим какие-нибудь новости Анапы. Я, кстати, сегодня не смотрел, поэтому мне это все равно. Я могу сейчас переключиться и посмотреть, быстренько пробежаться, что там у нас в Анапе делается. И я, наверное, открою не новости вообще, а открою вот ПВА. Так, что-то горит в Субсехе. 21 минуту назад выложили. Вот, ну, что-то горит. Да, кстати, пожаров стало больше. Вот, я не знаю, у вас в городах, напишите, чаще ли стали пожары. Мне кажется, что пожары стали чаще везде. Мусор уже стоит неделю на улице Мира Витязева, и никто не убирает, а сезон уже начался, пишет кто-то, и выкладывает вот такие фотографии. Хотели собрать вишню, а там уже занято. Кстати, вишню сегодня привезут на Крестьянскую 26. Ну, там кто-то. Вишня по 250 рублей килограмм и по 160 рублей черешня. Ну, надо написать там женщине, которая собирает информацию. Вот, и кому сколько килограмма. И я тоже могу, в принципе, пойти и сегодня взять. Но мы вишню уже, вернее, черешню поели, Наташа привозила. Это, конечно, такая штука, которую можно есть и есть и есть и есть. Когда же начнут расчищать эту Гребенскую? На набережной инвалидам не проехать. Ну да, но у нас вообще как бы в России инвалиды-то не в почете. Потому что это на Западе, там, да, там как бы вся инфраструктура городская, она строится с учетом людей вот маломобильных, а к ним относятся не только инвалиды, но и мамы с колясками. Вот. Да даже бабульки какие-нибудь, которые везут тележки с рынка, тоже маломобильные люди. Вот. Поэтому нужны пандусы, нужны специальные полосы движения. Но это не для России. Россия сейчас у нас уходит в средневековье, поэтому скоро вообще вместо каких-то бионических протезов или электроколясок для инвалидов опять появятся тележки, и просто вот будет сидеть инвалид и отталкиваться двумя такими этими щеточками. Так. Хочу обратиться к жителям Анапы и станицы Анапской, попросить относиться с пониманием к адекватным велосипедистам. Сегодня произошла неприятная ситуация. Еду по дорожке в станицу Анапская, улица Шевченко, и впереди вижу пожилую женщину. Я останавливаюсь и жду, когда она пройдет. Но она подошла ко мне и начала выталкивать на дорогу с криками:
тут ходят люди, нечего на своем велосипеде тут ездить, езжай по дороге. В ночное время тяжело разглядеть велосипедиста, который едет где-то с краю в темноте. Согласна, есть неадекватные велосипедисты, которые чуть ли не сбивают с ног, но есть и те, которые с пониманием и уважением относятся к пешеходу. Давайте будем относиться друг к другу с пониманием и добром. Вот пишет женщина. И, в общем-то, она действительно права. Таланты на улицах города. Я что-то здесь пропустил. Так, но музыка нам не нужна. Ну да, начинается, как говорится, веселая жизнь в Анапе. В программе новости федерального Первого канала вышел первый видеосюжет о туристической полиции Анапы. Съемочная группа федерального телеканала ознакомилась с техническим оснащением туристической полиции, а также пообщалась с представителями нового для города-курорта специального подразделения. Вон они, видите, на таких жучках ездят. Прикольно. Ух ты, еще и по-английски. Припарковался на съезде для колясок. Как с коляской заезжать непонятно, как детям на велике заезжать туда, на Лермонтова. Ну, хамла всегда везде хватает. И главное, люди-то у нас такие бесправные. Вот они... И главное, смотрите, на полицию или на ГАИ, да, как сейчас снова назвали, никто и не надеется, чтобы позвонить, вызвать. Нет. Люди предпочитают оставаться, быть униженными, оскорбленными и обиженными. Вот. Вот они написали в ПВА, и вроде бы все. Сделали все, что могли. Так, ладно. На каком основании они перекрывают муниципальную территорию, не позволяя людям припарковаться, элементарно разгрузиться, забрать людей? Вазоны с цветами поставили? Вот так вот, такая защита от наглых водителей. Скоро у нас в Анапе будут работать паркоматы, уже они везде, они стоят-то уже целый год. Ну, посмотрим, как это будет работать. Сбила машина ребенка вчера, ребенок в сознании. Прошу обратить внимание администрации города на кусты у пешеходного перехода. Вторая фотография. Улица Лермонтова, вход в Ореховую рощу. Перекресток является очень опасным. Не впервые из-за этих кустов со стороны магазина сбивают людей. Начался сезон, движение в Анапе активное. Помимо опытных водителей, вблизи ЗАГСа ежедневно катаются люди, сдающие на права, малоопытные. Не стоит создавать предпосылки для ДТП. Вот. Вот они, эти кусты. Да. Жалко ребенка, конечно. Сбили ребенка на самокате вчера. Сбили девочку, лежит на дороге около Ореховой рощи. Ну, это вот, видимо, там же и есть. А тут пишут, ну вот, еще прямое доказательство, что не стоит разрешать эти самокаты по Анапе и прочим городам. Почему-то у нас всегда вот первая реакция это запретить, расстрелять. Что за такое, вот, я не знаю, фашистское отношение-то к детям? Ну, нельзя так. Просто должна быть умная организация движения, дорожного движения. Есть страны, где вообще
исключены какие-то происшествия. Ну, это страны те, где действительно власти заботятся о людях, о их здоровье и жизни. Понимаете? А наша страна к этим странам не относится, к сожалению. У нас к людям относятся, ну, как, я не знаю, ну как, бабы еще нарожают. Ну, там где-то загубили народ, или там по 16 тысяч ежегодно в автокатастрофах и на дорогах умирает, погибает, ну и хрен с ними, да? Вот. Ну, почему так у нас? А ведь можно же, есть программы международные, разработанные именно по предотвращению дорожно-транспортных происшествий. Это программа Vision Zero. Вот откройте в интернете Vision Zero, посмотрите. В свое время урбанисты наши очень много рассказывали об этих программах, как это делается, чтобы люди не погибали на дорогах. Не только пешеходы, но и сами водители, чтобы не погибали. Именно в городах, потому что все-таки город — это там, где большое скопление людей, где ходят много пешеходных зон, переходов через трассы, да. Где-то там, понятно, на загородной дороге, где там разрешены большие скорости, там, пожалуйста, езжайте на своем автомобиле, для того он и есть, чтобы передвигаться. А вот в городах гонять не надо. В городах надо потихонечку ездить, чтобы людей не сбивать. Так, Толстого 130, отваливаются кирпичи, слава богу, ни на кого не упало, это вообще нормально. А дом-то, кстати, новый. Видно вот как-то так, что это не советской постройки, а кирпичи, смотрите, отваливаются. Угу. Ну, собачку отдают в добрые руки. В Ореховой роще на набережной кто-то выкинул бычок, от чего стала дымиться трава. Вовремя залили водой. Лайфхак для тех, кто любит кататься а очереди нет. Если хотите прокатиться на катамаранах по Кипарисовому озеру, стоит приехать с раннего утра. Тихо, очередей нет, в отличие от вечернего времени. Так. Вот так. ТНС Энерго делает монтаж Сила пульт. Уже 3 месяца не могут выдать, хоть до этого были и счетчики, и пульт новый. В общем, что-то какая-то абракадабра, плохо читается. Согласно генплану, на территории города-курорта предусмотрено строительство более 20 школ, свыше 90 детсадов, около 50 объектов доп. Образования, а также домов культуры, библиотек, медицинского, спортивного кластеров, усиления зеленого каркаса Анапы. Об этом сообщил на прошедшей 24 мая пресс-конференции мэр Швец. Ну, планы, да, планы есть, а вот вы попробуйте их реализовать. Кстати, я тут не читал заголовок, что вот эту вот новую Анапу, да, в районе Благовещенки, вроде бы как уже под вопрос поставили создание этого нового города, в который хотели вложить там сумасшедшие деньги. Не детский беспредел в Императорском парке. Нам пишут читатели: здравствуйте, в Императорском парке построили крутилку, где катаются дети, но подходят взрослые, матерятся на детей, толкают их с качели и угрожают. Ребенок катается где-то 2 минуты, приходят взрослые и их выдергивают для своих детей, которые не отстояли даже очереди. Ничего себе. Вот тебе и парк. Сколько же там качелей? Город Лежаков, Анапа. Добрый день.
Каждый год отдыхаем в этом районе. Сегодня пришли на пляж. Санаторий выставил лежаки почти к воде. Где 20 метров для народа? Где мы будем загорать? Куда писать? Куда жаловаться? И так по всему пляжу. Я не отдыхаю в санатории, мне не нужен лежак. Верните пляжи в общий доступ. Просьба анонимна. Куда, говорит, писать? Давай в прокуратуру пиши. Самое легкое писать в прокуратуру. Ну, открыла сайт, заполнила форму. Пусть люди работают. Центральный пляж. 50 рублей туалет. 20 рублей помыть руки. Администрация, примите меры. Мало того, что без терминала и такая цена, следующее обращение будет Краснодарский край после Москва, пишет наш читатель. Ну, это вот запугивает. Да. Вообще, конечно, в нормальном городе должны быть питьевые фонтанчики. Да, питьевые фонтанчики, друзья мои, чтобы каждый человек мог подойти, попить воды, помыть руки, ополоснуть лицо. Вот. Ну и туалеты, конечно. 50 рублей – это цена достаточно высокая, да. Хотя, конечно, в Анапе сейчас есть, вроде бы как есть бесплатные туалеты. Вот. Но вопрос, работают ли они? Анонимно. Хочется сказать большое спасибо администрации города за прекрасный асфальт. О! Залатали. 36-летнего приезжего, напавшего на правоохранителей, задержали сотрудники полиции. Видео драки с полицией публиковали ниже в ленте. Перегулял народ. Или первый день лета уже перегрел головы. Еще одна потасовка произошла на остановке автовокзала. Ну, вот такие новости, друзья мои. Еще одна массовая драка на Горького. Кулаками махали пацаны, девчонки визжали и разнимали. Причина конфликта не ясна. Но праздник, похоже, удался. Перепалка между отдыхающими в Анапе на пляже. Еще одна словесная перепалка сегодня произошла на Малой бухте. Если бы не сотрудники пляжа и неравнодушные прохожие, перепалка переросла бы в драку. Причина конфликта не ясна. Драка с полицейскими, вот то, что там говорили. Ну и все. Когда твоя стихия — вода. Нормально? Нормально ему. Когда твоя стихия вода. Да. Наш звездный танцор нашел себе пару. Так что, друзья, смотрите, кипит жизнь. О, 1 июня на дворе, а забор как лежал, так и лежит. Ураганом снесло забор на кладбище. И, оказывается, еще не поставили назад 1 июня. Ну, сегодня 3, правда. Ну, все равно интересно. На Парковой 60 праздник, движуха нереальная, просто жара. Что-то там кто-то пляшет тоже, какие-то чебурашки. Так, ну ладно. Все это интересно. Четыре зрителя. Так. Во Владивостоке марочный Афанасий в Винлабе 137 рублей. Так что Андрюхе повезло. Ну, нет, Афанасий и в Анапе дорогое пиво. Но это алкогольное пиво, 137 рублей.
Или ты говоришь про нулевку? Нулевка, она вот, не знаю, вообще она без скидки 125, а со скидкой 99. Кстати, какой там этот литраж? Сколько там миллилитров пива? Надо у Андрея спросить. Так, смотрим новости, смотрим. Я сам на инвалидности. Андрей Стрельцов. Давно пора было туристическую полицию создать, а не казаков, ходящих на работу ставить. Кем работаешь? Казаком. Такое даже не ожидал услышать на Кубани. Да. Андрей, Александр тоже казак. Ну, я сейчас отношения с казачеством приостановил, тем более с кубанским. И, наверное, уже надолго и всерьез, потому что ну, сейчас никак невозможно уже вернуться в эту систему. Форма у меня еще кое-какая есть. Я эту форму оставлю, может быть, пригодится для съемок кино. Ну, если как бы не будет никаких проектов, я, наверное, ее, естественно, продам. Потому что сейчас она лежит без толку. Так. Андрей Стрельцов. В Таиланде в туристической полиции могут быть граждане, у которых есть основная гражданская профессия. У них это что-то типа хобби. Днем отработали на основной работе, а вечером вышел на охрану. Ну, у нас тоже, кстати, есть добровольная народная дружина. И порою здесь иногда видно людей, я вижу людей, которые ходят с красными повязками, но это очень редко бывает. Последний раз я дружинников видел, когда в период пандемии и масочного режима они вот ходили вместе с казаками, с полицией, и как раз вот это были ДНДшники. Соня, я знаю, что Александр имеет казачьи корни. Да, ну корни никуда не делись. Понятно. 137 со скидкой, объем 0,5. Алкогольная. Ясно, спасибо. Соня, как в фильме, самая обаятельная и привлекательная. Я на следующий день на работу с бланшем под глазом. Угу. Ну, вот приятно уже, что в чате общаются мои люди, подписчики, зрители. Я, в общем-то, все рассказал. Ну, что еще? Сейчас еще тогда загляну в этот... Загляну в новости, вот у меня как раз открыто с прошлого раза еще. Анапа Медиа. Анапа обошла Сочи по числу бронирований летнего отдыха. О как! Пригородные поезда Анапа-Керчь перешли на летний график движения. В Анапе продолжается сбор гуманитарки для госпиталей в прифронтовой зоне. Паспорт гражданина РФ сейчас можно оформить в МФЦ Анапы. В Экотехпром сообщили график выездных приемов жителей пригородов Анапы. Спортсменка из Анапы завоевала путевку на всероссийские соревнования. В Анапе новая неделя начнется с плюс 28. Это вот сегодня, кстати, друзья мои. Я утром говорил, что у нас 21 утром и 25 днем. Нет, тут пишут до 28. В Анапу назначили дополнительные поезда из Екатеринбурга, Тюмени и Нового Уренгоя. В Анапе за сутки родилось 2 детей. В Анапе открыли первый в стране палаточный лагерь для юных патриотов. Смотрите, какая-то форма интересная. Никогда не видел такую. Ух ты. Нет, наверное, фотографию просто взяли кадетскую какую-то.
Он появился во Всероссийском детском центре «Смена». Почетными гостями церемонии открытия стали представители военного инновационного технополиса «Эра», Института береговой охраны ФСБ РФ, Центра «Воин» и другие партнеры «Смены». Вот так. Лагерь находится прямо на берегу Черного моря, на территории рубежа. Помимо палаток для проживания детей, организованы санитарная зона для гигиенических процедур, полоса препятствий для тренировок, полевая кухня, отрядные места и площадка для вечерних посиделок у костра. В праздничный день возможность познакомиться с новым лагерем предоставили специально приглашенным юным гостям ученикам анапских школ 11 Субсеха, 20 Варваровка, 17 Суко. Вот, интересно. В Витязево открылась семейная пекарня, которую помогли создать вдове участника СВО. Концертный сезон на летней эстраде Анапы откроет казачий ансамбль «Ставрополье». В Анапе гость курорта напал на полицейского. Ну, это мы уже читали. В Анапе 2 июня так читали. Так, Центр экологического туризма под Анапой окончательно перешел в госсобственность. В Анапе сегодня открыли первый на Кубани центр уличного баскетбола. 1 июня. Это где? Интересно. Новый спортивный объект международного класса построен на территории Крещенского парка в рамках первого всероссийского спортивного проекта «ПСБ детям». В торжественном открытии участвовали зампредседателя Промсвязьбанка Сергей Платонов. В общем, перечислены всякие там люди. В Анапе успешно работают 10 спортивных школ. Каждый год открываются новые объекты. Центр включает 5 площадок для баскетбола с экологичным покрытием для любой погоды. Вот, интересно, ну, вот такая фотография. Это вот как раз Крещенский парк. Угу. Ну, хорошо, здорово. Здорово. Ну и все. Больше как бы... Вот это вот что-то непонятное. Спикер парламента Кубани высказался о статусе Анапы как курорта. Сейчас послушаем, потому что сейчас тоже это обсуждается тема. 30 мая на очередной сессии Заксобрания края депутаты приняли закон о наделении муниципального образования город-курорт Анапа статусом муниципального округа. Так, федеральным законом от 1 мая 2019 года установлены требования в отношении городских округов к доле населения, проживающих в городах или иных городских населенных пунктах. Так, ладно, в этом вопросе хотелось бы дать пояснение в силу того, что принятое решение получило резонанс. Анапа не соответствует нормам федерального закона по доле городского населения, поскольку численность сельского населения преобладает над городским. И по предельной площади сельских населенных пунктов на территории Анапы, в связи с чем и было принято это решение. Подчеркну, наделение таким статусом не будет являться основанием для изменений в административно-территориальном устройстве, не повлечет досрочного прекращения полномочий органов местного самоуправления и должностных лиц. Исключая и неверное толкование других положений, отмечу, что наделение новым статусом может обеспечить предоставление Анапе дополнительных финансовых возможностей в решении вопросов местного значения, что в конечном счете положительно скажется на уровне и качестве жизни людей, написал в своем телеграм-канале председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Простыми словами, город-курорт Анапа останется городом-курортом, и только в официальных документах будет содержаться сложное наименование муниципальное образование муниципальных
муниципальный округ, город-курорт Анапа, Краснодарского края. В общем, чего-то они там, эти депутаты, все придумывают, что-то все пишут. Вот. Но я-то читал еще то, что якобы рассчитывают на большее выделение денег из государственного бюджета именно на сельскохозяйственные нужды, так как сейчас, оказывается, сельского населения в округе больше, чем городского. Вот они вот это вот и рассчитывают, баблишко, как говорится, получить побольше. Но, с другой стороны, я не знаю, если баблишко получит больше сельские, значит, поселения, тогда баблишко меньше получит городское образование, городское население. Ну, видимо, как-то так. Вот, поэтому хрен редьки не слаще. А поделки из палочек совсем забросил? Да, поделки из палочек совсем забросил. Тут мне жена как-то прислала сообщение. Она на Авито нашла такой лот. Там продают палки. Вот палки, которые морем вынесены, белые. И продают их за какие-то такие интересные деньги. Ну, я и давно уже смотрел, кстати, уже давно об этом знаю, что даже в международной торговле, там на Амазоне, там еще где-то какие-то площадки есть, вот эти вот палки, которые морские, вынесенные, они продаются, причем они продаются, ну, за доллары, там, я не знаю, можно попробовать тоже выставить. У меня вон палки есть, спасибо, что напомнил. Может быть, я эти палки и выставлю на продажу. Дела у Андрея. Так вот, Николай, с Андреем мы провели прямую трансляцию вот буквально несколько дней назад. Когда? 1 числа, в День защиты детей, мы с ним провели трансляцию. Там обо всем рассказано. Сегодня я тоже рассказывал. Но в целом у него все хорошо. Он сейчас приехал в Анапу, в Сочи, не совсем ему понравилось. Из-за влажного климата, маленькой зарплаты. Здесь в Анапе платят больше. И вот буквально сегодня он поехал устраиваться. И как он только устроится, и куда, я потом все расскажу в следующей трансляции. Всем спасибо, кто сегодня был у меня на эфире. Я сегодня хватил лишку, так скажем. Я сегодня просто... Ну, так нельзя, должен быть все-таки регламент, и сегодня что только я не читал и не говорил, поэтому всем спасибо, всем здоровья, прекрасного, безоблачного, мирного лета, неба, пошла конечная заставка.